В скромном доме на окраине города Лариса и Антон жили простой, но полной эмоциональных сложностей жизнью. Они были родителями девочек-близнецов, Саши и Маши, которым было по 7 лет. Но отношение к каждому из детей было абсолютно разным. В тот день солнечный свет мягко струился по комнате, освещая пространство, где играли девочки. Саша строила замок из разноцветных кубиков, а Маша, которая была почти такой же, как ее сестра, за исключением чего-то необычного, придумывала истории со своими куклами. Гармонию сцены нарушил голос Ларисы, объявлявшей об ужине. «Саша, пора ужинать», — сказала мама с улыбкой, которая быстро исчезла, когда она посмотрела на Машу. Не колеблясь, женщина взяла Сашу за руку, подвела к обеденному столу и усадила ее на стул. Маша со своей стороны осталась на полу, наблюдая за происходящим с грустным и растерянным выражением на лице. С любовью мать подавала Саше еду, положив на тарелку сочный стейк, картошку и овощи. Однако для Маши этот подход был холодным и отстраненным. Она взяла пластиковую миску, в которую положила рис и фасоль, и поставила ее на пол. «Вот ешь», — сказала мать сухо и без всякой привязанности. Маленькая девочка посмотрела на свою сестру, которая удовлетворенно улыбалась свежевыжатому апельсиновому соку, поданному их матерью. Несправедливое отношение было до боли очевидным. «Мамочка, можно мне тоже немного сока?» — робко спросила она, надеясь на проявление любви. В ответ раздался крик «Нет!». Антон, до тех пор молчавший, наконец вмешался, но, к сожалению, не для того, чтобы защитить свою маленькую дочь. «Иди поешь в своей комнату, Маша», — сказал он тоном, не допускающим непослушания. Маленькая девочка взяла свою миску, ее глаза блестели от слез. По дороге в комнату смех ее родителей и сестры эхом отдавался от нее, как жестокое напоминание о реальности происходящего. Она тихо закрыла за собой дверь спальни, поставила миску и села на кровать. Она без аппетита смотрела на еду, думая о любви, которая, казалось, была присуща только ее сестре. Девочка заплакала, беззвучный, но глубокий плач сотряс ее худенькое тельце. Маша всегда знала, что она другая, что ее почему-то не любят так, как Сашу. В тот момент боль от этого отказа стала невыносимой. Одиночество и грусть окутали ее, заставив осознать жестокую реальность того, что ее жизнь всегда была такой. Оказывается, Лариса и Антон всегда мечтали о том дне, когда они станут родителями девочек-близняшек. Они представляли себе идеальную семью, в которой 2 одинаковые девочки будут смеяться и радоваться вместе. Однако, когда родились Маша и Саша, их мечты разбились вдребезги. Девочки были красивы, но не совсем одинаковы. Маша родилась с синдромом Дауна, с которым ее родители не были готовы столкнуться. С самого раннего детства ее видели как досадную помеху, нежелательное осложнение в их идеально спланированной жизни. Шли годы, и разница в обращении с сестрами стала нормой в семье. Саша была любимым человеком, и родители уделяли ей все внимание. С другой стороны, Машей часто пренебрегали, она получала минимальный уход и редко принимала участие в семейных мероприятиях. «Почему я тоже не могу пойти в парк?» — спросила она однажды, и ее глаза были полны надежды. «Потому что это испортит все веселье», — холодно ответила Лариса. И вот Маша наблюдала из окна, как ее семья отправляется в очередное путешествие без нее. Одиночество было ее постоянным спутником, но Саша иногда дарила ей моменты радости. Несмотря на плохое обращение родителей с Машей, Саша безоговорочно любила свою близняшку. Они делились секретами и весело проводили время вместе. Девочка была единственной, кто заставлял Машу чувствовать себя любимой и ценной. В тот день Маша была в своей комнате, ела холодный ужин и размышляла о своей нелегкой жизни. Ее размышления были прерваны, когда в комнату вошла Саша с блеском в глазах. «Я принесла это для тебя, сестренка», – прошептала она,
показывая кусочек стейка, который ей удалось спрятать от родителей. Маша посмотрела на сестру, удивленная и тронутая ее добротой. «А как же мама и папа?» – спросила она, опасаясь последствий. «Им не обязательно знать», – Саша ответила с озорной улыбкой на губах. «Мне не нравится видеть тебя грустной. Ты этого не заслуживаешь. Ты заслуживаешь всего, что у меня есть, и даже больше». Слова сестры согрели сердце маленькой девочки. В этот момент, простым жестом, поделившись кусочком стейка, Саша продемонстрировала силу сестринской любви. Маша почувствовала прилив эмоций, смесь грусти из-за ситуации, в которой она оказалась дома, и благодарности за доброту сестры. «Спасибо тебе, Саша. Ты самая лучшая сестра в мире», — сказала она, едва выговаривая слова сквозь слезы. «И ты самая лучшая сестра, о какой я только могла мечтать», — ответила Саша, обнимая сестру. В другой солнечный день близнецы беззаботно играли в своей спальне. Их смех наполнял воздух заразительной радостью. Родители просто наблюдали за ними издалека, но даже в этот радостный момент разница в обращении между ними была очевидна. Через несколько часов Лариса подошла к дочерям с натянутой улыбкой. «Саша, любимая, давай собираться. Сегодня вечером мы идем на вечеринку», — объявила женщина, полностью игнорируя Машу. «Но как же Маша?» — спросила Саша, держа сестру за руку. «Маша останется дома. Вечеринка не для нее», — ответила мать без тени колебания или сочувствия в голосе. Маша почувствовала, как тяжесть отвержения легла на ее плечи, и это чувство было уже таким знакомым. Она попыталась улыбнуться, попыталась показать, что все в порядке, но внутри нарастала буря грусти и одиночества. «Все в порядке, Саша. Со мной все будет в порядке», — пробормотала она, заставив себя улыбнуться. Когда ее сестра и родители ушли на вечеринку, Маша осталась дома одна. В доме было тихо, и одиночество девочки, казалось, только усиливалось из-за отсутствия ее семьи. Но эта тишина была внезапно нарушена, когда распахнулась входная дверь. В комнату ворвалась ее мать с заплаканным лицом и отчаянием в глазах. «Маша, нам нужно идти!» — крикнула Лариса, настойчиво хватая девочку за руку. «Мама, что случилось? Почему ты плачешь?» — спросила она, смущенная и напуганная внезапным поворотом событий. «С твоим отцом произошел несчастный случай на вечеринке. Разбился стакан, и он поскользнулся, упав прямо на него. Он проткнул себе печень». Женщина, всхлипывая, объяснила, потянув Машу к машине. Но почему женщина вернулась, чтобы отвезти ее в больницу? Маша не понимала. Смятение и страх росли в ней, пока ее мать ехала на большой скорости. «Мама, зачем ты везешь меня в больницу?» — спросила она дрожащим голосом. Лариса посмотрела на Машу, ее глаза все еще были полны слез, но теперь в них светилась отчаянная надежда. «Потому что ты сможешь спасти своего отца», — сказала она, и в ее голосе звучали сложные эмоции, которых девочка никогда раньше не слышала. В этот момент маленькую девочку охватили нетерпение, страх и возможность сделать что-то по-настоящему важное. Мысль о том, что она может помочь своему отцу, что-то всколыхнуло в ней. В больнице белый коридор стал ареной семейной драмы, которую никто не мог предвидеть. Маша, все еще сбитая с толку и напуганная поспешностью и страхом, которые сопровождали ее отъезд из дома, прошла ряд тестов. Врачи с серьезными и сосредоточенными лицами подтвердили, что она подходит для того, чтобы пожертвовать часть своей печени своему отцу. «Слава Богу, тогда ей сделают операцию», — сказала мать, которая была явно потрясена. Но затем Маша просто сказала: «Нет, я не буду». Женщина была ошеломлена дерзостью своей дочери и сказала: «Он твой отец, наглая девчонка. Тебе сделают операцию». Но маленькая девочка даже в свои 7 лет выражала боль, которая была не по годам сильной. «Почему вам сейчас нужна моя помощь? Или вы меня полюбили?» Вопрос маленькой девочки эхом разнесся по коридору,
и в воздухе повисла тяжелая тишина. Врачи, ставшие свидетелями этого эмоционального разговора, были ошеломлены, не зная, как реагировать. Невинность вопроса болезненно контрастировала со сложностью ситуации. Ее мать, пораженная жестокой честностью дочери, потеряла дар речи, глядя на всех, кто теперь смотрел на нее. Маша продолжила со слезами на глазах. «Папа всегда плохо относился ко мне, и к тебе тоже, мама. Почему я должна помогать ему сейчас?» Ее голос, полный обиды и грусти, заставил всех присутствующих почувствовать весомость ее слов. Понимая эмоциональное состояние девочки, врачи решили, что лучше всего перевести ее в другую палату, где она могла бы успокоиться и избавиться от напряжения момента. Саша, стоявшая рядом с сестрой, держала ее за руку, безмолвно выражая поддержку. Однако прежде чем отправиться к врачам, Саша повернулась к матери, и в ее глазах отразилась смесь боли и обвинения. «Она права, мама. Ты ее не любишь», — сказала она тихим, но полным убежденности голосом. Все были потрясены, включая Ларису, которая осталась позади и смотрела на то место, где только что была ее семья. Рядом с ней на носилках лежал Антон без сознания, не обращая внимания на бушующую вокруг него эмоциональную бурю. Последовавшая за этим тишина была немым свидетельством боли и сожалению, которые пронзили сердце женщины. Реальность ее поступков и последствия ее выбора никогда не были так очевидны, и она была ошеломлена правдой, которую больше не могла игнорировать. Напряжение в больнице значительно возросло с прибытием представителя службы опеки, которую вызвали врачи из-за опасений по поводу плохого обращения с близнецами. Сотрудник после краткого разговора с врачами обратил внимание на Ларису. «Я здесь для того, чтобы обсудить разницу в том, как вы относитесь к каждой дочери», – начал мужчина. Выражение его лица было серьезным и выжидательным. Особенно о плохом обращении с Машей и о том, какую роль во всем этом играет ее состояние. Женщина, бледная и нервная, пыталась оправдаться. «Мы всегда любили наших дочерей. Просто Саша всегда нуждалась в большем уходе». «Правда? Это Саша нуждалась в особом уходе», – перебил мужчина. «И теперь, когда возникает необходимость в пересадке, Маша становится удобной? Это, мягко говоря, нелепо». Прежде чем женщина успела ответить, подошел один из врачей, прервав напряженный разговор. «Маша согласилась продолжить донорство», – сказал он, что принесло Ларисе кратковременное облегчение. Но облегчение было недолгим, поскольку доктор продолжил. Однако служба опеки постановила, что после процедуры девочки будут находиться под временной опекой государства. Шокирующая новость лишила Ларису дара речи, когда она осознала серьезность ситуации. Затем сотрудник объяснил, при каких условиях Маша согласилась на трансплантацию. После выздоровления Маша хочет переехать в дом, где ее будут по-настоящему любить и ценить. И Саша настояла на том, чтобы остаться со своей сестрой. Поэтому они обе отправились во временный приют. Разговор становился все более напряженным, по мере того, как женщина пыталась осознать реальность того, что она может потерять опеку над своими детьми. Это решение не только отражало неотложную медицинскую помощь Антона, но и осуждало семейное окружение, что близнецам пришлось пережить. И вот они провели операцию. После новой трансплантации здоровье отца стабилизировалось, но эмоциональная стабильность семьи была далека от восстановления. Пока он медленно приходил в сознание, правосудие уже пришло в действие, и процесс лишения девочек опеки быстро продвигался вперед. Поступок Маши, спасший жизнь своему отцу, парадоксальным образом ознаменовал конец ее жизни под их крышей. Антон, все еще слабый, но физически выздоравливающий, с трудом мог поверить в такой поворот своей жизни. В отчаянной попытке загладить прошлые ошибки они с Ларисой решили бороться в суде за право опеки над своими детьми.
В ходе судебного разбирательства показания девочек имели решающее значение. Маша, обладающая впечатляющей зрелостью для своего возраста, поделилась своим жизненным опытом, отмеченным безразличием и неравным отношением со стороны родителей. Но именно показания Саши вызвали большой резонанс в зале суда. Мы заслуживаем того, чтобы нас любили такими, какие мы есть, а не когда нам это удобно. Ее простые, но убедительные слова нарисовали яркую картину реальности, с которой столкнулись она и ее сестра. Врачи, следившие за ходом расследования, также внесли свой вклад, подробно рассказав не только о состоянии здоровья Маши, но и о необычайном мужестве, которое она проявила, согласившись пожертвовать часть своей печени, чтобы спасти отца, несмотря ни на что. Перед судьей мать пыталась выразить свое раскаяние. Мы не знали и не понимали. Но теперь мы видим, как сильно ошибались, и нам просто нужен шанс показать, что мы можем стать лучше. Однако слов сожаления Ларисы было недостаточно, чтобы стереть годы пренебрежения и плохого обращения. Судья после тщательного рассмотрения принял решение навсегда лишить родителей опеки, считая безопасность детей своей главной заботой. Пара покинула зал суда в слезах, осознавая, что решение было бесповоротным. Ирония их ситуации была горькой для Антона, человека, который отверг одну из своих дочерей только потому, что она была другой, но теперь ее частичка останется в нем навсегда. Они потеряли своих дочерей, но надеялись, что Маша и Саша обретут счастье, и эта надежда сбылась. Близняшек усыновила любящая пара, которая увидела в Маше красивую и смелую девочку, какой она и была на самом деле. Сестры наконец-то нашли дом, где их ценили за их уникальность, место, где любовь не была обусловленной или измеряемой. Вместе в своей новой семье они выросли, зная, что значит быть по-настоящему любимыми. Дорогие зрители, а вы бы согласились на операцию, чтобы спасти отца на месте Маши? И как бы вы поступили на месте судьи? Вернули бы детей родителям? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.